Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Что говорите? Ну и мать? Нещадно эксплуатирую детский труд? Да, вы правы. У Миши в школе последний звонок. К нему зашли друзья, все красивые и нарядные, и попросила их помочь с торжественной распаковкой посылки из интернет-магазина «Любимый Василек». Ну вот, опять нет повода не выпить. Сыну предстоят экзамены. Не буду утомлять вас долгим рассказом о своих приобретениях. Скажу просто. Девочки, уже все проверено, качество хорошее, берите смело. Мне как-то одна подписчица написала, что вроде как блогерам на обзор присылают хорошие вещи, а обычным людям шлют, не такое все. Не знаю. Сами видите, что у меня в каждом заказе подушки, постельное белье, полотенца. Я сама пользуюсь, мне нравится. И мои родственники тоже самое просят и себе. Женщину раздеть проще простого. А вот попробуйте ее одеть. То, что женщине по душе, мужчине не по карману. Пришла я на работу в новом наряде, а меня спрашивают, где такое нашла? Я отвечаю, у меня любимый Василек. В общем, в интернет-магазинах заказываю ткани. Шью постельное белье. Очень много ткани уходит на обратную сторону лоскутных изделий. Естественно, остаются обрезки, выпады кроя. Это хлопчатобумажные ткани. Сатин, бязь, перкаль, ситец. Будем шить из них в самой традиционной и простой технике из треугольников. Все ткани надо пересмотреть. Убираю в отдельные кучки узкие полоски. С ними будем работать позднее. Для работы мне понадобятся шаблоны, линейки. Но вы можете просчитать и свои размеры. Самый большой квадрат 21 на 21 сантиметр. Потом квадрат 15 на 15. Еще один квадрат 10,5 на 10,5 сантиметров. А для того, чтобы можно было использовать всю ткань без остатка, приготовим шаблон прямоугольной формы с двумя отверстиями в виде прямоугольных треугольников с катетами по 8 сантиметров. А дальше просматриваем все наши лоскутки и стараемся извлечь из них максимальную пользу. Где возможно, вырезаем квадрат 21 на 21 сантиметр или 15 на 15. В общем, отходов должно быть по минимуму. Где не можем вырезать квадрат, выкраиваем треугольники. Вы видите, какие заготовки у нас получилось. Остается самое простое. Легким движением руки брюки превращаются брюки. В общем, надо все прошить. Очень быстро, экономично и качественно. Конечно, в каждом случае будем действовать по-разному. Но в результате у нас должны получиться квадраты со стороной 10 сантиметров. Начнем с самых больших заготовок. 21 на 21 сантиметр. В такой технике сборки как раз хорошо использовать все остатки тканей с крупным рисунком. Мы их потом порежем, и будут просто цветные пятна. Самые большие квадраты складываем попарно и рисуем 2 диагонали. На квадратах 10 на 10 сантиметров рисуем 1 диагональ. На прямоугольниках уже все линии нарисованы. А треугольники надо просто сложить попарно. Квадраты 15 на 15 сантиметров
тоже надо только разобрать попарно. В каком порядке и как складывать, решайте сами. Но самое простое – сделать мешанину. Работа за швейной машинкой. Юника от фирмы Effective. Ну куды ж я без нее? Начинаем шить с квадратов 10 на 10 сантиметров. Мы рисовали одну диагональ. И по обе стороны от нее на расстоянии 7 миллиметров прокладываем строчки. Девочки, обратите внимание, для удобства работы я воспользовалась специальной лапкой для параллельных швов. На прямоугольных деталях шьем по уже намеченным линиям. Шьем все гирляндой, нитки не обрываем. В конце и начале обязательно делаем закрепки. Длину стежка делаем небольшую, потому что детали потом будем резать, и надо, чтобы швы не расползались. Да, шить надо много. Матушка лень зовет. Квадраты размером 15 на 15 сантиметров складываем попарно и прошиваем по периметру. Квадраты 21 на 21 сантиметр по обе стороны от диагонали прокладываем строчки. А так как у нас на этих деталей по 2 диагонали, то строчек получается 4. В общем, детям цветы, бабе мороженое. Главное не перепутать. Ой. Фу. Детям мороженое, бабе цветы. Остается самое простое – разрезать заготовки. Девочки, еще одна маленькая деталь. Перед тем, как резать, обязательно проутюжьте ткани, потому что, когда мы шьем, ткани немного деформируются. Так, прямоугольные детали мы просто режем между швами, разворачиваем, и получаются сразу по 2 цветных квадрата. Квадраты 10 на 10 сантиметров тоже режем по диагонали, тоже 2 в одном. С квадратами 15 на 15 придется еще немного поработать. Мы их прошивали по периметру. А сейчас просто рисуем диагонали и разрезаем. И получаем сразу 4 цветных заготовки. Квадраты большие, 21 на 21 сантиметр. Рисуем вспомогательные линии. Каждую сторону делим пополам. Разрезы будем делать по диагоналям между швами, а потом каждую деталь разделим еще на 2 части. И таким образом из 2 сложенных и прошитых вместе квадратов получаем сразу 8 цветных заготовок. Ну а дальше остается только хорошо поработать утюгом. Обычно я заглаживаю все швы на сторону темной ткани, чтобы их не было видно на лицевой стороне. И вот такое огромное количество заготовок из треугольников мы смогли нашить очень легко и быстро. Блоки надо все подровнять, срезать торчащие уголочки. А варианты раскладки я вам покажу уже в другом видео, потому что здесь может быть просто невероятное количество вариантов. Ну что, мои красавицы, как в том анекдоте, я пошла на 5 минут к соседке, а вы не забывайте каждые полчаса помешивать суп. Поэтому пишите комментарии, ставьте классы, обязательно подписывайтесь на канал. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!